Эх, Катманду. Как же хорошо прилететь сюда на пару деньков раньше старта экспедиции. Прогуляться по шумным улочкам, всматриваясь в лица прохожих и лежащих собак. Прочувствовать настроение города. Мне очень радостно встречать участников Катманду, ведь им только предстоит знакомство с Непалом и величественными Гималаями. В этот раз кто-то отправится в трекинг к базовому лагерю, а кого-то ждет восхождение на высочайшие вершины мира – Эверест и Лхотсе. Уже на пути с аэропорта в отель ты начинаешь проникаться атмосферой города. Катманду никого не оставляет равнодушным. Кто-то с первого взгляда влюбляется во все эти шумные узенькие улочки, где на каждом перекрестке есть по буддийской ступе или индуистскому храму. Но есть и те, у кого сам город и его традиции вызывают отторжение. Например, церемония кремации в Пашупутинатхе. Для наших людей очень непривычно видеть, как сжигают тела погибших родственников. Так еще и на церемонию приходят сотни зрителей, которые не плачут. Зачастую они танцуют и веселятся, ведь верят в реинкарнацию. Непал – это совершенно другой мир, побывать в котором стоит каждому. Друзья, давайте знакомиться с командой экспедиции. Серега из Риги. Спокойный, с военной закалкой и выдержкой. Идет на Эверест, чтобы испытать себя. Виталий может стать первым таджиком на Эвересте. Хочет своим восхождением дать мотивацию и показать пример для молодежи. Наташа может стать первой украинкой со стороны Непала и первой киевлянкой. Идет на Эверест, чтобы исполнить детскую мечту. Серега Денисенко может стать первым узбеком со стороны Непала. Идет ради страны, семьи и уважения. Юрка. Этот вообще планировал идти на Лхотсе, но уже в экспедиции решил попробовать сходить и на Эверест. Димон идет на Лхотсе, чтобы лучше подготовиться к своей главной цели – вершине К2. Паша хочет сходить на вершину Лхотсе без кислорода, чтобы испытать себя. Артем – наш камерамен. Первый раз в высоких горах. В экспедиции, чтобы снять крутой смысловой фильм. Никитос, тимлидер группы на Эверест от Кулуара. Идет, чтобы присматривать за ребятами, помочь всем подняться и безопасно спуститься. А вот и я. Иду на Лхотсе в рамках прохождения программы «Корона Земли». Восхождение на все 14 восьмитысячников мира. Подъем в 4 утра, быстрые сборы, завтрак в ланчбоксах и выезд в домашний аэропорт Катманду.
Как маршрутки. Перелет в Луклу – это всегда волнительно. Зато с окошка иллюминатора уже виднеются снежные великаны. Понимаешь? Разгоняется, это просто я в шоке, честно. Я просто Эмоции вообще, участников после перелета в Луклу, да? По прибытию в Луклу мы встречаемся с нашими портерами, и сейчас здесь происходит дележка багажа. Вот сидит главный портер, будет нести 2 баула. В общем, они взвешивают, прикидывают, чтобы по весу было все нормально. Покушаем омлет и будем выдвигаться сегодня в Пхадин, 8 километров перехода. Намасте. Five. Give five. No? Ну что, друзья, мы снова в Лукле, высота 2800, прилетели просто, наверное, так гладко, я еще в Луклу не прилетал. В аэропорту фактически не задерживались, просто зашли, прошли, сели в самолет, и мы тут и прилетели. Самый переживательный для меня часть такого маршрута уже позади, потому что от этого перелета многое зависит. Дальше ножками, дальше спокойные. Выдвигаемся. Сегодня идем в Пхадин на высоту 2600. Из Луклы мы выдвинулись с большой группой, около 20 участников. Мне пришла идея дать возможность не только восходителям, а и обычным трекерам сполна прочувствовать атмосферу экспедиции, переночевав 2 ночи в базовом лагере. А тем же, кто более уверен в своих силах, мы предложили подняться на вершину Лабуче-Восточную высотой 6119 метров. В рамках экспедиции мы ее используем как акклиматизационную. Так что да, поначалу нас было много и было весело. В Лукле нет автомобильных дорог. Все грузы, будто еда или стройматериалы, выше доставляются 3 способами. Людьми, портерами, которые могут нести до 120 кг. Животными, мулами и яками, которые носят до 60 кг. И вертолетами. Да, вертолеты летают здесь как маршрутки, но многие жители ни разу не видели машины. Снежные вершины на треке не заставляют себя ждать. Они открываются уже с первого дня. Вечером мы поднялись на Пуджу в местный монастырь. Пуджа
– это молитва. В данном монастыре, в Хадинге, монахи еще совсем юные и за отдельную плату нам позволили снять процесс. Om Sri Mahakala Ganagoya, Ram Sri Home Viraswapurevara, Ida Bolida Goga, Vahi, Om Sri Mahakala Ganagoya. Да-да, монахи играют в настольный теннис. Ох и навешали нам в этот раз, буквально в каждом лодже. Но не люлей, а ката. Это традиционный шарфик, как пожелание удачи и доброго пути. На перекусах отлично заходят снеки от Йидла, особенно соленые. Гауда с кукурузой прямо топчик. О, Що там? це гауда з кукурудзою. Треба витягнути. Навесных мостов на треке действительно много. И это одна из главных аттракций первых дней. Поначалу многим даже страшновато их переходить. Самый известный мост – это мост Хиллари. И не только потому, что его снимали в фильме «Эверест», а он действительно самый красивый, очень широкий и до дна ущелья более 100 метров. Пришли в Намче базар, а он развивается не по дням, а по часам. Фонтанчик был, но на фоне цветет рододендрон красивейший. Плюс появились указатели, ступа, памятник и поставили волейбольную площадочку. Намасте! Намасте! Если вам кажется, что вы тяжело работаете, друзья, вам только кажется. Вот маленький человек весом килограмм 50 несет такие металлические балки суммарным весом 100 килограмм. Посмотрите, какая тут длина и какие габариты. 100 килограмм, он сказал там. Да. Ребята носят около 100-120 килограмм. Просто нереально. Раз, два, три. 10 брусов. Сколько один брус весит, как вы думаете? Ну, килограмм 10 точно, мне кажется. Друзья, посмотрите, какая красота. Мы поднялись чуть выше Намче базара на высоту 5800. А здесь ночью уже минуса, где-то минус 7, минус 8. Здесь течет, проложен шланг, с которого вытекает вода. Ну, дырявый шланг где-то. И ночью все замерзает и превращается в вот такую ледовую сказку.
Сейчас оно на солнце немножко подтаивает, но это просто невероятно красиво. Идешь ты на вершину Эвереста или к базовому лагерю. Первые 9 дней маршрута одинаковые. Ведь акклиматизация нужна всем, поэтому мы не спешим. И вообще, трек к базовому лагерю Эвереста один из красивейших в мире. Я считаю, что его точно стоит пройти каждому. Вышли на акклиматизацию, высота 5070 метров, первый раз перевалили. Тут у нас фотосессия проходит с видом на Мадоблам, который вот там вот, но за облаками. Все поднялись, все молодцы. А вон там наши домики, поселочек Динкоча. Завтра выдвигаемся в пирамиду на Лабуче на высоту 5000. Там будем ночевать, а уже послезавтра дойдем к базовому лагерю Эвереста. У нас концерт по заказу. Толя Колосовский играет на высоте 5070 метров на фоне плывущих облаков. Еще полчаса назад у нас шел снег и все было затянуто облаками. А сейчас просто посмотрите, какая красота. Аллен Пик вон там все еще спрятан за облаками, зато вот прямо перед нами возвышается красавица Мадоблам. А чуть правее Кантега, там Серку. И вот внизу тоже Ступка. Просто оцените, насколько красивый вид после снегопада.
Наши друзья принесли нам чая, как только мы пришли в базовый лагерь. Это прям очень приятно. Да. Это второй мой трек. Первый был к Анапурне. Вокруг Анапурны этот к базовому лагерю. Все восхитительно просто. Комфорт, сервис. Что тебе больше понравилось, Анапурна или трек к Эвересту? К Эвересту больше понравился. Во-первых, нравится двигаться с экспедицией. Это, конечно, большой плюс. С интересными людьми общаться. Лоджия намного более комфортна. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась первая серия видео с экспедиции. И если это так, то не забудьте подписаться на канал и поделиться этим видео с друзьями. А во второй серии мы пойдем на вершину шеститысячника Лабуче Восточная. До встречи, и если в горы, то с кулуар.